Познаем Китай. Об экономике, бизнесе и не только. На этом канале мы изучаем тенденции бизнес-моделей в Китае. Ведь Китай необычно громадный рынок потребления. И настолько же сильно развита конкуренция. Поэтому предприниматели вынуждены создавать новые модели и новые продукты, чтобы быть или стать первыми на рынке. Поэтому мы рассказываем вам о новинках, которые происходят в Китае, чтобы мы могли применять их сразу на своем рынке и могли бы сразу снять сливки с этого. Если вам интересен наш канал, подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии, следите за нашими новинками. Сегодня мы поговорим о том, сколько вы можете зарабатывать, делая презентации в PowerPoint. Умеете ли вы работать с PPT? Как вы думаете, сколько вы можете зарабатывать, делая PPT? Чтобы ответить на этот вопрос, не быть голословными, вначале давайте откроем страницы волшебного китайского Taobao, то есть платформы, чтобы проверить цены на эти услуги. Прикладываю мою запись чата со службой поддержки клиентов одного из магазинов в Taobao. Запрашиваю, сколько будет сделать качественную презентацию из 15 страниц. Ответ: 800 юаней или 8000 рублей. Люди, которые делают PPT, обычно знают, что создание PPT не так сложно, и в интернете доступно множество шаблонов, которые можно загрузить. Поэтому для этого 15-страничного PPT уйдет полдня, что уже включает время для общения и внесения изменений, правок от клиента. Я сказал, что качественная презентация дороговата для меня. Можно сделать максимально простой мою презентацию. Мне дали цену 500 юаней, 5000 рублей. Даже если ваша презентация будет 300 юаней стоить, вы можете заниматься ею в свободное время. Сколько вы думаете зарабатывать на неполный рабочий день? Давайте пересчитаем это на месяц. Каков будет заработок? Кроме всего этого, вы также можете разрабатывать качественные оригинальные шаблоны PPT, продавая их на соответствующих платформах. Если вы это делаете качественно, то набор шаблонов стоит приблизительно 30 юаней. Если вы преуспеваете, вы можете продавать 200 комплектов, то есть создавая приблизительно 20 комплектов в год. А при небольшой нагрузке и не сильно заморачиваясь продажами, можно получать дополнительный доход от 30 до 60 тысяч юаней в год. Но если вы думаете, что это то, о чем я буду говорить сегодня, возможность зарабатывать эти деньги только с помощью создания PPT, тогда вы ошибаетесь. Один человек на знаниях PPT смог реализовать свою финансовую свободу. Очень-очень рано. Он продает онлайн-курс под названием Чуе PPT, специализирующийся на обучении других людей работать с презентациями. Этот человек был рекомендован мне, моим коллегой в свое время, потому что мне требовалось создавать много презентаций на работе. И я хотел сделать на отлично свою работу, так как от этого зависел рост моей карьерной лестницы. Но я не знал, как делать красивые презентации. Поэтому я потратил немного денежек в свое образование, то есть вложился. И с тех пор я стал фолловером в китайских сетях этого человека. В то время, когда я учился, кажется, он продавал только одно PPT. И я помню, что я потратил 100 с лишним юаней за курс. Теперь, кроме PPT, он также продает тайм-менеджмент. Плюс офисные продукты. Продукт 3 в одном, Excel, Word и Time Management, он продает за 79 юаней. Второй продукт, офис 3 в одном, Word, Excel, PPT, 399 юаней. Если вы выбираете только обучение PPT, оно будет стоить вам 249 юаней. Я прочел, что еще могу получить 50 юаней в виде скидочных купонов. Сегодня, во всяком случае, если есть фолловеры, можно продавать все. Так сколько же курсов по PPT этот человек продал? Опять обращаемся к платформе. Открываем платформу WeChat.
Открытые данные показывают, что обучение в настоящий момент у него 33 388 человек. Он также разместил свои курсы в других платформах, наподобие NetEasy. А также он проводит лайв-уроки. В настоящее время более 1 миллиона студентов предпочитают изучать PPT вместе с Чуе. Зная о прямом эфире, я также в собственном официальном сайте Чуе вы с легкостью можете понять, что он давно получил свою финансовую свободу. Он начал свой бизнес в 2013 году в конце, когда понял, что рынок Китая достиг уровня, когда народ готов платить за знания в онлайне. Этот бизнес вначале создали 2 человека, Чуе и Сяоба. Один находился в городе Ухане, другой в городе Шанхай. Они стали продвигать онлайн-курсы по обучению PPT с частичной занятостью. Почему они выбрали именно этот продукт? Как раз таки на этот вопрос ответ очень простой. Потому что PPT или презентация является необходимым требованием для трудоустройства новичков на новое место работы. Неужели настолько важно понимать эти 3 программы PPT, Excel и Word для того, чтобы получить хорошую работу? Фактически, когда владелец нанимает вас, он уже думает по умолчанию, что вы должны знать, владеть программами Office, включая правила поведения и базовые навыки работы. Но действительно ли этому всему обучают в вузах? На самом деле ответ нет, поскольку это не преподают в университете, компании не хотят тратить деньги на обучение, так что появился рынок со спросом. А Чуе создал отличное предложение. Как он находил клиентов? Он не делал рекламы, полагаясь на рекламу из уст в уста. То есть большое количество отзывов от реальных людей. Почему он не стал рекламировать? Да очень просто. Не было настолько много денег на рекламу. Поэтому был выбран вариант создания страниц в социальных сетях. А Weibo, WeChat, из трафика саморекламы стали приходить первые клиенты. Именно эти люди и помогли ему подняться. Второе. Индивидуальный сервис, фактически 1 на 1. После того, как пришла первая волна клиентов, он самостоятельно стал общаться с каждым клиентом, предоставляя услуги фактически 1 на 1. Как это удалось сделать? Он попросил студентов предоставлять свою домашнюю работу на Weibo и писал свои комментарии к заданиям. Студенты проделали хорошую, отличную работу. Они подписывались и оставляли свою домашнюю работу на Weibo, в WeChat. Таким образом, он постепенно накапливал хорошие отзывы. Постепенно его трафик стал расти. Конечно, не за 2 дня, 3 дня и даже не за 1 год или даже 2 года. А вот на 3-й год, используя этот подход, бесплатной домашней работы плюс платные микроблоги домашней работы вместе количество пользователей превысило отметку в 100 тысяч человек. Кроме того, эти студенты размещали сообщения на своих страницах на Weibo, делясь своими домашними заданиями в кругу своих друзей. Каков же получился результат? На самом деле, это его маркетинговая модель. Он усердно работает над созданием продукта. Когда презентации учеников готовы, студенты выкладывали свои задания в открытом доступе. Они также оказывают влияние на свое окружение, своих родственников, друзей, знакомых. В-третьих, быстрый рост. После получения стабильности, позже, когда операционная команда была создана, он разработал большее количество курсов, что также соответствует закономерности обучения. Например, я изучал одну из дисциплин в этой школе. Я научился, и мне это понравилось. Конечно же, я буду продолжать заниматься, если у этого учителя будут продукты интересные мне. Это простая истина, понятна всем. Четвертое. Университетская кафедра. После того, как организационные вопросы были решены в 2015 году, вся команда вышла на относительно
стабильный ход, и денежный поток плавно начал поступать. Каждый мог решать вопросы в команде самостоятельно. Владельцы сосредоточились на чтении лекций в колледжах и в университетах. Преимущество заключается в том, чтобы заранее информировать потенциальных потребителей о себе. Индустрия образования отличается от других отраслей тем, что студенты, встретившись с учителем и прослушав его лекции, легче воспринимают его платные продукты и готовы становиться его постоянными клиентами. Видите, как на примере этого человека, казалось бы, простая до крайности вещь привела его к полной финансовой свободе. Сейчас 2020 год, и оплата знаний на китайском рынке является относительно зрелой. Я думаю, что это, вероятно, направление мирового развития. Из-за интернета нам больше не нужно ехать в определенную страну, в определенный университет, чтобы получать самые современные знания. Мы можем найти много курсов в интернете, которые могут улучшить наши навыки. И я думаю, что онлайн-образование должно стать следующим прорывом в интернете. Конечно, есть много трудностей в открытии бизнеса. Если вы хотите что-то получать, вам определенно придется что-то заплатить. Важно видеть свой собственный выбор. Фактически шансы всегда с вами. Это зависит от того, сможете ли вы ими воспользоваться. На сегодня хочу с вами попрощаться. Думаю, у вас возникнет интересная идея. Не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим видео. И вместе давайте проводить мозговой штурм вашего плана. Не забываем подписываться на мой канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы вовремя получать обновления. Еще раз спасибо за ваше прослушивание.